Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой красивый ажурный джемпер в таком, на лето, конечно же, в котором можно и в праздники, и в будни одеваться в спокойном таком нежном цвете. Считаю, что узор очень интересный. Посмотрите, я его приблизила, да. Я бы даже назвала, поскольку у нас тут V-образный вырез горловины, скорее всего, это даже не джемпер, а пуловером его можно назвать. Как бы его ни назвали, я считаю, что интересная модель, которую я рекомендую связать, потому что одеваться можно изящно и красиво. Как всегда в моем мастер-классе вас ждет выбор пряжи, спиц. Мы будем с вами рассматривать схему узора, выкройку. И я буду вам рассказывать описательную часть, в которой мы попетельно разберем, сколько нам петелек набрать на тот или иной размер. У нас будет несколько размеров с вами, 6 размеров, будет составлено описание, и мы будем с вами располагать правильно узоры, расчеты я буду делать на ваших глазах, и вы будете понимать, что по аналогии можно сделать расчет на любой джемпер. То есть это обучающее видео, обучающий мастер-класс, который вам пригодится, эти знания, не только для данной модели, но вы сможете, освоив эту технику, сделать расчеты на любую другую модель. Итак, мои хорошие, начинаем с выбора пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Yarn Jeans, 55% хлопок, 45% полиакрил, цвет 19, 50 грамм у нас получается 160 метров. Хорошая турецкая пряжа, ниточка очень хорошей скруточки, такая, знаете, плотненькая, вязать очень удобно из нее, средней толщины. Спицы я использую 3,5, и вот так выглядит у нас с вами один раппорт узора. В ширину здесь 2 раппорта, а в высоту 1 раппорт. Очень красивый узор ромбиками. Несмотря на кажущуюся сложность схемы, вроде бы 36 рядов, вы знаете, вяжется как-то логически обоснованные вот эти ромбики, да, как бы понимаешь, что к чему, да, когда вяжешь по логике вещей. Мне очень нравится. Я бы всем порекомендовала связать такой джемпер. Такой цвет, знаете, какой-то лавандовый, что ли, я не знаю, нежный, приятный цвет. И джемпер этот хоть в праздник, хоть на повседневку носить, он будет украшением при любой ситуации. Давайте посмотрим схему. Вот так выглядит схема узора. Раппорт составляет 12 петелек. И у нас с вами 5 петелек идут перед раппортом и 8 петелек за раппортом идут. Извиняюсь, конечно, за такую не очень четкую схему, но мы будем провязывать с вами каждый ряд. Если что-то вам будет непонятно, вяжите вместе со мной. Или посмотрите, когда я вяжу узор, тот ряд, который вас будет интересовать, как это вяжется. Раппорт узора составляет у нас высоту 36 рядов. Давайте посмотрим выкройку. Выкройка тоже довольно не очень такая четкая, да. Описание на 42-44 размер, 48-50 и 52-54 размер. Вот такая вот выкройка. У нас будет пройма квадратная.
И вырез горловины V-образный по переду. Рукав тоже, в принципе, очень простая форма прямоугольная и небольшой скос в конце рукава идет на расширение. Ну и, в общем-то, конечно, цифры здесь оставляют желать лучшего, но мы с вами все попетельно пройдем. Я вам очень подробно все расчеты напишу после того, как мы свяжем образец, определим плотность. Смотрите мою объяснительную часть в конце видео. И вот описание, которое я всегда составляю. Вот так оно выглядит у нас. Будет оно выложено под видео, да. Все эти размеры я уже назвала. Пряжу вы посмотрели. Теперь по поводу расхода пряжи, девочки. Ну, смотрите. 450, я бы сказала, может быть, даже 550. Ну, хотя большой размер 600 грамм, да, понадобится на данную модель. Спицы 3,5 и для обвязки выреза горловины круговые спицы номер 3. Плотность мы с вами определяем в процессе вязания. Я про это сейчас говорить не буду. Количество петель, сколько набрать, как расположить ажурные узоры. Я вам рисую схематично, показываю все очень наглядно и доступно после того, как мы свяжем образец. Смотрите вторую часть видео с моими расчетами. Это очень важная информация. Там же я поясняю, для чего мы применяем вертикальную плотность и так далее. Так, рассказываю, как сделать расчет скоса. Ну и, в общем-то, как все вот эти нюансы, как обвязать вырез горловины. Все это будет под видео выложено, девочки, в открытом доступе. Давайте сейчас с вами приступим к вязанию образца. Для вязания образца набираем 27 петель. Я уже набрала. И, в общем, будем сейчас вязать. Здесь 2 раппорта у нас будет участвовать. Причем, смотрите, как интересно, второй раппорт делится пополам. 5 петелек от раппорта идут перед целым раппортом. И 8 петелек от раппорта идут за нашим целым раппортом из 12 петель. Высота узора составляет 36 рядов. Будем по схеме вязать только лицевые ряды, а изнаночные ряды провязываем, как смотрят петли, скажем так. И начинаем с первого ряда. Итак, у нас с вами 5 петель перед раппортом. Первые 5 петель. Одна кромочная у нас. Вяжем ее лицевой, первую крайнюю. Затем вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И далее начинается раппорт. Накид 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я первую и вторую петельки меняю местами, так, чтобы у меня вторая оказалась поверх первой. Вот так я их поменяла и провязала все 3 вместе лицевой. Далее вяжем накид, вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, подвину схему, плохо видно. Так, сколько раз мы будем вязать лицевой? Раз, два, три, четыре, 5. 5 раз будет у нас лицевая после накида. Раз, два, 3. 4 лицевая, изнаночная и 5 лицевая. Далее вяжем. Так, на этом раппорт наш закончился. 12 петель раппорта провязали. И за раппортом у нас идут с вами, помните, я говорила, 8 петель. Вот мы их сейчас вяжем. За раппортом вяжем накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Также меняем петли местами. Вторая поверх первой накидываем. 3 вместе вяжем лицевой. Затем накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная вяжем изнаночная.
Второй ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. У нас с вами третий ряд. Вяжем 5 петель перед раппортом. Лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. Накид. Связали 5 петель. Вяжем раппорт узора. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем дальше лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Меняем петельки местами, потому что я бабушкиным петельки вяжу. И у меня первая петля за работой, вторая поверх нее накидывается, вяжем 2 вместе лицевой. Делаем накид. Связали раппорт узора. 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, лицевая, кромочная, вяжем изнаночная. Связали. Четвертый ряд вяжем изнаночные, вернее, как смотрят петли. Накиды изнаночные. Пятый ряд наш вяжем. Сняли кромочную и вяжем. Первая лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вы это, девочки, делаете удобным для вас способом. Накид, лицевая. 5 петель связали. Теперь вяжем раппорт узора. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная, лицевая, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Связали раппорт узора, за раппортом вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, кромочная, тоже изнаночная. Седьмой ряд. 5 петель перед раппортом вяжем. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. Дальше вяжем 12 петель раппорта. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая, накид, затем опять 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. Связали раппорт узора. За раппортом 8 петель вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная, изнаночная. Девятый ряд. 5 петель перед раппортом вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. 12 петель раппорт, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт узора, за раппортом 8 петель, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. Так, 10 ряд, как смотрят петли.
11 ряд. 5 петель перед раппортом вяжем. Первая идет изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали раппорт узора. За раппортом 8 петель вяжем, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Кромочная тоже изнаночная у нас. 13 ряд вяжем. 5 петель перед раппортом, изнаночная, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид. Начинаем вязать раппорт. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид. Связали раппорт, за раппортом 8 петель, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. 15 ряд, 5 петель перед раппортом. Вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали. Теперь вяжем раппорт. 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт, за раппортом 8 петель, 3 лицевые, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. 17 ряд, 5 петель вяжем перед раппортом. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. И начинаем вязать раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Далее идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. Связали раппорт, за раппортом 8 петелек, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. 19 ряд вяжем. 5 петель перед раппортом. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И начинаем вязать раппорт. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид. Далее вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Связали раппорт узора. За раппортом 8 петель вяжем накид,
3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочную вяжем тоже изнаночной. Связали. 21 ряд. 5 петель перед раппортом вяжем. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И вяжем далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Далее вяжем раппорт узора. 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Связали раппорт. За раппортом вяжем 8 петель. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, изнаночная и кромочная изнаночная. 23 ряд у нас. 5 петель перед раппортом вяжем. Изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, раппорт вяжем. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Связали раппорт. За раппортом 8 петель. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. Вяжем 25 ряд с вами. 5 петелек вяжем перед раппортом, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. Вяжем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. Связали раппорт узора. За раппортом 8 петелек у нас. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. 27 ряд у нас с вами. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые. Начинаем вязать раппорт. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали. За раппортом вяжем 8 петель. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. 29 ряд у нас. Вяжем 5 петелек перед раппортом. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжем раппорт узора. Накид, лицевая, накид.
2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт узора связали. За раппортом вяжем накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная, изнаночная. 31 у нас ряд, вяжем 5 петель перед раппортом. Лицевая, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид. За раппортом, так, связали 5 петелек перед раппортом, теперь вяжем раппорт. 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, далее идет изнаночная, лицевая, изнаночная, делаем накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, связали раппорт. За раппортом 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая, вру, девочки, наоборот, изнаночная, лицевая, кромочная, изнаночная. 33 у нас с вами ряд. Вяжем 5 петель перед раппортом. Лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем раппорт узора. 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт. За раппортом 8 петель у нас, вяжем 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная и лицевая, кромочная, изнаночная. 35 ряд у нас, вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид. Связали 5 петель перед раппортом, вяжем раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид. Связали раппорт. За раппортом 8 петель, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, кромочная, изнаночная. Все. 36 ряд вяжем, как смотрят петли, и будем делать с вами влажно-тепловую обработку полученного нашего образца. Мы связали полный раппорт с 1 по 36 ряд, да? И теперь нам надо измерить плотность полученного образца для дальнейших расчетов. Горячим паром я обдаю наш образец, и давайте потянем его в разные стороны энергично. И в высоту, и в ширину. Так, тянем, тянем, тянем. Теперь распрямляем наш образец.
и оставляем его сохнуть. Пусть лежит, сохнет. Давайте измерим ширину образца. Итак, у нас с вами 15 сантиметров. Вот я приложила ширину. 15 сантиметров. Мы набирали 27 петель. 27 поделим на 15. 1,8 у нас получилась плотность. Давайте запишем эту плотность вот сюда. В 1 сантиметре 1,8 петелек. Так, и далее. Далее мы с вами измерим высоту нашего образца. 15 тоже сантиметров. И у нас 36 рядов, да? 36 поделить на 15 сантиметров. Плотность по вертикали 2,4. Давайте запишем тоже. В 1 сантиметре 2,4 ряда. Хорошо. Теперь наша задача воспользоваться выкройкой, чтобы составить описание на разные размеры. Выкройка у нас будет вот такая, не очень отчетливая, но в принципе разобраться пытаемся, да? Итак, смотрите, мои хорошие, значит, что тут мы будем с вами иметь? Размерчики вы уже слышали, да? 42, 44, 48, 50, 52, 54 у нас будут. V-образный вырез горловины. Пройма у нас такая с вами скошенная, да, как квадратная будет. Небольшой скос будет. Рукав очень простой формы. Вот. Ну и, в общем-то, внизу никакой резинки. Сразу начинаем вязать с вами наш узорчик. Ну, я, наверное, порекомендовала бы все-таки здесь сделать край, как-то его все-таки обозначить. Может быть, пару рядов резинкой 1 на 1. Я бы сделала по краю. Так. Но автор модели не предусматривает такой роскоши. Но я бы сделала, девочки. И по рукаву также. 2 ряда резинкой 1 на 1. Итак, мои хорошие, начинаем с вами с того, что определяем, сколько петель у нас на спинку и перед уйдет. Будем набирать, да? И для этого смотрим. Вот у нас идет первый размер, ширина спинки 47 сантиметров. Умножаем на нашу плотность, которую мы с вами определили по горизонтали, в 1 сантиметре 1,8 петель, то есть на 1,8. Получаем 85 петель, да? Запишем. Второй размерчик у нас идет 55 сантиметров ширина спинки на плотность 1,8, 99 петелек. И третий размерчик у нас 61 сантиметр на 1,8. Это будет, девочки, 110 петель. Но я вам сразу скажу, что должно быть нечетное число, значит 111 петель. Теперь попытаемся с вами на эти наши петли уже, значит, обозначенные пока в черновом варианте, нанести наш узор, наш раппорт 12 петель. Итак, мы для этого с вами все эти наши петли 85 мы поделим на 12 петель раппорта и получим 7 целых раппортов, да? 12 на 7 это, девочки, 84 петли. Одна петля у нас с вами всегда шла для симметрии, помните, да? И 2 кромочные, конечно, будет 87 петель. Так, записали 87 петель, а надо было 85. Вот, значит, корректируем, на 2 петли больше надо. Второй размер у нас идет 99 петель, поделим на 12 петель раппорта. Будет 8 раппортов, то есть 8 умножаем на 12, 96 петель, 1 петля для симметрии и 2 петли кромочные. Это будет 99 петель. Здесь мы идеально совпали. И третий размерчик у нас 111 петелек поделить на 12 петель в раппорте. Будет 9 раппортов. Да? 9 умножить на 12 это 108. 1 петля для симметрии, 2 кромочные.
будет 111 петель. Здесь мы тоже идеально с вами совпали. Так, как располагаем эти узоры? Я всегда схематично вот так рисую. Представьте, что это ваш наборный ряд. И мы с вами рисуем. Итак, на первый размер у нас идет с вами 7 раппортов. Правильно? 7 раппортов. Итак, рисуем с вами 6 раппортов по центру у нас будет идти. 1, 2, 3, 4, 5, 6 по 12 петель. И 7-й раппорт у нас будет вязаться следующим образом. 5 петелек у нас будет перед раппортом по схеме и 8 петелек за раппортом по схеме. Ну, соответственно, кромочная справа, кромочная слева. Вот. Вот так, мои хорошие, будет у нас с вами вязаться этот узор. Все наши 7 раппортов будет только так вязаться. Вот смотрите, схема, да? 5 петель мы с вами вязали перед раппортом, затем вязали раппорт. Вы будете подряд повторять 5 раз этот раппорт на 12 петлях 5 раз. И завершите вязание 8 петлями по схеме, как мы с вами вязали в образце. Имейте это в виду. Вот таким образом, только так. Так, следующий у нас размерчик идет 8 раппортов. То есть это то же самое вы вяжете, только в центре будет не 6, а 7 раппортов. То есть вначале было 6, потом 7. И на наш третий размер будет 9 раппортов. Вот. Располагаться по центру. Вру. 8 раппортов. И 9-й раппорт на третий размер у нас будет вот так же располагаться. Половиночка начнется в начале, окончание в конце. Да? То есть мы его как бы условно делим на 2 части. Вот это, пожалуйста, не забудьте и имейте в виду. Так, что касается теперь других наших показателей по выкройке. Вырез горловины, плечо и пройма. Ну, по пройме 8 петель я уже определила. У нас 4, глубина проймы 4,5 сантиметров. Умножаем на нашу плотность по горизонтали 1,8. Это будет 8 петель. Теперь, что касается выреза горловины. Смотрите, тоже ее как бы ширина составляет 9, 9,5, 10 на разные размеры. Ну, 9 сантиметров на 2, это половинчатый размер, и на плотность 1,8, это будет 32 петли. Но нам надо, чтобы было нечетное число, поскольку у нас нечетное число участвует в наборе, поэтому будет 33 петли. И я вам, соответственно, на другие размеры на 2 петли больше 35, и на самый большой размер будет 37 петель. На плечи мы тоже определяем петли, сколько остается, путем вычислений. Смотрите, 87 петель. 87 петель у нас на первый размер. Отнимаем 16 петель, 2 проймы, и вырез горловины отнимаем 33 петли. У нас с вами 38 петель на плечи. У нас 2 плеча. На каждое плечо, девочки, будет по 19 петелек. Соответственно, также считаем другие размеры. Второй размер 99. Отнять 2 проймы по 8 петель, это 16. И вырез горловины 35 петель, 48. Делим на 2. На плечо на каждое остается 24 петли. Третий размер 111 отнимаем также 16 петель пройма и вырез горловины 37 петель. 58 на 2 плеча делим, и получается на каждое плечо по 29 петель будет приходиться. Так, это мы тоже посчитали. Если у вас будут, девочки, какие-то индивидуальные мерки, вам будет легко все это дело пересчитать с помощью горизонтальной плотности, который мы с вами определили. Если вы будете вязать из других ниточек, то вы также определите плотность, да? Свяжите образец из своих ниточек и также определите плотность. Все. И также по аналогии пересчитайте, у вас все получится. Так, теперь давайте на рукав перейдем. Смотрите, у нас, значит, есть здесь с вами размер. Я вот так не поняла, то ли 13,5, то ли 15,5. Но я решила, что мы сделаем по низу с вами 4 раппорта.
То есть это будет 48 петель по 12. Одна петля для симметрии, 2 кромочные. Будет 51 петля по низу набираться. Предлагаю вам также начать с 2 рядов резиночки 1 на 1 и далее перейти сразу на ажурный узор. Узоры у вас будут также располагаться 3 раппорта по центру по 12 петель. Первые 5 петель по схеме и следующие, последние 8 петель по схеме, да? Ну и, соответственно, кромочная справа, кромочная слева. Итого 51 петля. Так, это вот так у нас будет выглядеть. 4 раппорта всего по рукаву. Затем вяжем, 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 вяжем. И на высоте 39 сантиметров будет у нас скос формироваться. Скос. Ну, общая высота рукава, длина рукава, вот тут стоит мерка 43. Вы обязательно эти все размеры промеряйте, девочки, обязательно. Сделайте для себя свои индивидуальные размерчики. У нас рост у всех разный, да, естественно, длина рукава будет у всех разная. Это имейте в виду обязательно. Скос у меня будет формироваться следующим образом. Значит, нам надо определить, сколько петель у нас. У нас 2 скоса будет, и прибавки будут идти равномерно, справа, слева, да. И надо определить, по сколько петель у нас будет прибавляться с каждой стороны. И через какие промежутки, ну, интервалы, да. Через сколько рядов. Смотрите, сейчас определяем самую широкую часть рукава. У меня стоит размер 17, 18, 21. Я также это делала, смотрите, 17 умножал на 2, это двойной размер, и умножал на плотность 1,8. Получалось 61 петля. Аналогичным образом я поступил с другими размерами. У меня 65 петелек на второй размер, и на самый большой размер получилось 75 петелек. Далее я вычисляла, смотрите, из 61 петли отнимала по низу 51 петлю, получалось 10 петель, да? Можно устно посчитать. У нас 2 скоса, делим на 2, на каждый скос по 5 петель. Я вот записала 5 петель. Второй размер 65 петель отнять 51 петлю, получалось 14, и на каждый скос по 7 петель. Ну и третий размер 75 петель по верху рукава, и по узкой части рукава 51 петля, 75 отнять 51 сантиметр, получается 24 сантиметра, делим на 2, то есть на каждый скос надо прибавить 12 петель. И здесь тоже скос у нас довольно маленький, всего лишь у нас в высоту он получается 4-5 сантиметров. Вот. И, соответственно, ну, это зависит от размера, от длины. То есть 4-5 сантиметров умножаем на нашу вертикальную плотность, которую мы с вами определяли. Вот в 1 сантиметре умещается 2,4 ряда. У нас высота в сантиметрах, предположим, 4 сантиметра скос умножить на 2,4 плотность, это будет 10 рядов. Если у нас будет скос 5 сантиметров умножить на 2,4, это будет 12 рядов. То есть, девочки, здесь, собственно, для третьего размера будет в общем, здесь какая альтернатива? Для третьего размера в каждом ряду делаем справа и слева равномерно прибавки по одной петле, потому что нам надо по скосу прибавить всего 12 петель с каждого края. По первому размеру в каждом втором ряду, там 10 рядов, 5 петель прибавляем в каждом втором ряду. Вот. Ну, соответственно, для второго размера будем чередовать в каждом первом, втором ряду, делать прибавки. Почему так? Потому что здесь 10 рядов мы поделим на нужное количество петель 7, которые надо прибавить. У нас получится вот такая вот величина. То есть мы не можем ни в каждом ряду прибавку делать, ни в каждом втором. Поэтому мы чередуем. Так обычно поступает. То есть мы делаем прибавку первую в каждом ряду, да, в первом ряду, а затем в каждом втором ряду. Опять чередуем в каждом первом, в каждом втором. Вот так. Ну и все. И на нужной вам высоте мы закрываем петли. Все петли, которые у нас с вами вот набрались. Так,
А что хотела бы я сказать про вертикальную плотность? Не игнорируйте ее, девочки, пожалуйста. То есть любой вертикальный размер переводите в ряды. Вот, предположим, у нас идут с вами ряды. Вот вырез горловины переда, да? Я про него сейчас буду подробно рассказывать. Здесь тоже идет скос, и надо убавлять петли по вырезу горловины. И тоже их надо убавлять равномерно. Смотрите, значит, в первом ряду, когда мы разделим наше вязание, центральную петлю лучше закрыть, чтобы она не мешалась, чтобы у нас было четное количество петель справа и слева. Убавки у нас будут идти, значит, на первый размер 16, на второй 17, на третий 18 петель. Вы, наверное, поняли, откуда они взялись, да? Наши петли по горловине мы поделили на 2. Вот. И, соответственно, высота скоса очень небольшая. Вот здесь по выкройке стоят 8, 8,5 и 9 сантиметров. Переводим эту величину в ряды. То есть, вот, предположим, 8 сантиметров на плотность 2,4 у нас получается, ну, 20 рядов, грубо говоря, 20 рядов. А нам надо с вами прибавить 16 петель. Мы с вами 20 рядов поделим на 16 петель, получим вот такую цифру. Но я считаю, что в каждом ряду надо делать убавки. Значит, в каждом ряду по скосу, по вырезу горловины, по внутреннему краю убавляем по петле. Вот так распределение пойдет на первый размер. Ну, второй размер у нас тоже будет 20 рядов, а там надо будет 17 петель. Ну, то же самое, девочки, в каждом ряду убавка делается по одной петле. Ну, на третий размер то же самое в каждом ряду. Так, и вот вы убавили равномерно, да, петельки, все убавили, все у вас получилось хорошо. Ну и, собственно, оставшиеся петли плеч закрываем на высоте, которую вы тоже определяете в рядах. Смотрите, у меня общая длина на первые 2 размера по вот этим размерам, которые вы обязательно под себя откорректируете в длину изделия. Как я уже говорила, рост у нас у всех индивидуальный, кто-то маленького роста, кто-то высокого. Вот у меня на средний рост получилось, значит, не длинный у нас джемпер, 57 сантиметров общая длина изделия, 57 сантиметров. Давайте умножим на нашу плотность по вертикали 2,4 ряда. Получается, мы должны с вами закрыть на высоте 136 рядов петли плеч. Вот так. На второй размер у меня то же самое, и на третий 59 сантиметров, чуть больше, на плотность 2,4 будем закрывать на высоте 142 ряда. Но на третий размер, значит, будет не на 140 рядов, да, 142 ряда, и на первый размер 136 рядов. Ну, как-то вот так, девочки, будет распределяться. То есть второй размер берет что-то среднее у нас по высоте. Но это вам я все как учебный материал преподнесла, да. Обязательно вы откорректируете, как я уже повторяла, своими индивидуальные мерочки, да, особенно высоту, длину изделия. Тут такие мутные получились у нас размеры. Я постаралась все опубликовать под видео, все это описание, которое сейчас я вам рассказывала, проговорила. Все это вы увидите под видео, все, что мы с вами сегодня разбирали. Вот. Я надеюсь, что вы все поймете, все у вас получится, вы свяжете этот красивый джемпер таким необычным стильным узором, да, такими ажурными красивыми ромбиками. Вот. Я считаю, что узор несложный, ну и, в общем-то, здесь как-то по логике вяжутся все эти вот треугольнички, да, ромбики все эти. В общем-то, логичный такой узор, только внимание нужно и мастерство. До новых встреч, желаю вам удачи!